Полосы Боллинджера, друзья. Думаю, что все знакомы с этим индикатором, многие его используют по сей день и согласятся, что иногда индикатор работает некорректно. Бывает такое, что он показывает перекупленность, и вроде как цена должна развернуться, пойти на спад, но тем не менее рынок набирает силу и продолжает расти. Также в обратную ситуацию, при перепроданности цена продолжает снижаться, никаких разворотов нет. Мало кто знает, что есть такой параметр в настройке этого индикатора, как BBW. Именно он отвечает за настройки волатильности, а волатильность прямо пропорционально влияет на продолжение тренда. В сегодняшнем видосе разберу этот вопрос досконально, научу вас правильно настраивать этот параметр под все типы рынка, и индикатор полос Боллинджера даст вам результативность 80% вместо 50%, которые были у вас. Всем желаю приятного просмотра, поехали! Итак, дорогие коллеги, у нас тут полосы Боллинджера, а также индикатор BBW, который буквально расшифровывается как ширина полос того же Боллинджера. Перед тем, как перейти к стратегии, разберем главную проблему, из-за которой я вообще снимаю этот видос. Смотрите, что у нас было на графике. Был момент сужения полос, при котором цена зажимается в узкий диапазон. Выход из этого диапазона – это классический сигнал по Боллинджеру к открытию сделки. Вот, допустим, здесь цена вышла за полосы Боллинджера, и мы могли забрать весь этот рост в идеале. Но как понять, да, что этот рост будет продолжаться? Это первый вопрос к полосам Боллинджера. Вот здесь у нас чуть ранее, во время сжатия, было несколько моментов, когда цена будто бы выходила вверх за полосы, что намекало на вероятный рост. Но не было этого роста. Все три прорыва оказались бы убыточными. Здесь, здесь и здесь. Вот все эти три неудачные сделки подряд профессиональные торговцы обязаны пропускать. Теперь возвращаемся к единственному верному моменту. Как мы можем его определить? А тут вступает в силу еще один индикатор BBW, или ширина полос. Это вот такая линия, которая то снижается, то растет. Чем она выше, тем дальше полосы Боллинджера. А это признак волатильности и тренда. Этот пробой как раз совпадает с началом роста по BBW, а значит, он относится к моменту начала прорыва. Вот и все, друзья. Только что вы нашли индикатор, который предсказывает рост цены. Здесь мы могли бы забрать целую кучу сделок подряд, так как торговали бы свежую тенденцию. При этом у нас 5-минутный таймфрейм, так как при минутной экспирации их реально было бы очень много. Понимаете? 5-минутный таймфрейм, то есть в одной свече 5 минут. Давайте расширим наше понимание индикатора. Вот, допустим, другая ситуация. Рано или поздно такое снижается. Такое случается в обратном порядке, разворот. Мы видим разворот по Боллинджеру и можем здесь пошортить. Здесь можно увидеть, что ширина полос замерла на месте. Лично я бы не испытывал судьбу, дождался бы окончания этой коррекции и уже с отскоком снизу, вот отсюда вот, начал бы торговать в лонг. Цена спустилась бы чуть пониже, и мы могли бы открыть парочку сделок. Одновременно с этим у нас есть продолжение роста ширины полос по Боллинджеру. То есть, иными словами, восстановление тренда подтверждается. Только что мы нивелировали главный недостаток полос Боллинджера – сомнение по поводу цены, которая идет вдоль одной границы канала. Согласитесь, неясно, да, будет ли очередная минута нужного цвета, является ли пробой сжатия истинным, а это нам показывает BBW, просто предсказывая дальнейшее движение. У нас стандартные настройки индикаторов, изменено лишь оформление для наглядности, поэтому давайте перейдем к практике. Здесь ничего нам индикаторы не дают, поэтому меняем график и начинаем. Работа по этой стратегии подразумевает то, что нам нужны тренды. Или идущие, или зарождающиеся. Здесь ловить нам тоже нечего. Смотрим дальше. Здесь гораздо интереснее. Будем работать. Видим восходящую тенденцию, сделка в лонг. Смотрите, первое и самое важное – ширина полос. Она постоянно растет. Это верификатор силы тренда. Вот. Ранее было затухание такое непонятное, оно совпадает с проторговкой, но сейчас увереннейший рост. Он начался достаточно давно, после вот этого пробития, и мы идем потихоньку вверх. На нашей свече с BBW все отлично, так что можем прогнозировать дальнейшее движение вдоль верхней полосы Боллинджера. Все, что нужно, сказано, осталось совсем немного до конца экспирации, так что ждем первую прибыль. Огромный плюс этой стратегии – можно сидеть на одном графике.
Нашли тренд и просто стрижем с него бабло, пока ширина полос продолжает расти. Поэтому я и выбираю 5-минутный таймфрейм. В каждой свече у нас 4-5 сделок при должной сноровке. Можно открыть, можно совершить. Вот и первый успешный трейд. Сказано, сделано. Да? Остаюсь на том же графике. У нас ярко выраженный тренд вверх. Все развивается по идеальному сценарию. При этом BBW не замедляется, не разворачивается, а значит рост волатильности продолжается. Можем без проблем войти в рынок. Не буду дожидаться даже новую минуту, открою сейчас. Давайте добавлю еще пару слов про таймфрейм. Хотите торговать на минутах? Пожалуйста, смотрите. Тут у нас будет примерно та же картинка, но не только с большим числом возможностей, но и с рыночными шумами. Вот видите, допустим, видим сужение, ждем пробоя вниз. И обязательно сверяемся с шириной полос Боллинджера. Главное не спешить и ловить момент. К примеру, тут у нас есть возможность для роста, смотрите, обратная ситуация. Но BBW будет тут немного уже тормозить на месте. Как видите, мы могли открыть как успешные сделки, так еще и один отскок пропустить. Пока волатильность на нуле. Здесь у нас наш выход уже, здесь могли бы открываться в лонг. Цена пробила, вверх после отскока, это сопровождается с ростом BBW. Здесь мы начинаем забирать деньги с движения. Все сигналы совпадают, можно торговать. Но я лично люблю использовать эту связку только на 5 минутах, чтобы не перенапрягать свой глаз. Там больше качественных входов, меньше возни с этими графиками. И пока я вам показывал разбор сделки, она закрылась уже в плюс. Прекрасно. Ладно, все, сделка плюс. Давайте вернемся на мой любимый таймфрейм и продолжим работу. Вот, согласитесь, на 5-минутном графике все выглядит как-то приятнее и спокойнее. Я не люблю напрягаться лишний раз. Зачем это делать? И так жизнь такая суетная. Поэтому давайте оформим еще одну сделочку прямо сейчас. 250 баксов, поехали. Это последний на этом графике. Дальше разберем другой сетап. Но я рекомендую вам зарабатывать на таких именно типа графика. Взять их за основу. Видите, что цена идет вдоль полосы Боллинджера, неважно вверх или вниз. Смотрите на волатильность, которую показывает BBW, и понимаете, что есть куда двигаться. И открываете сделку в сторону тренда. Все. Буквально идеальный сетап и способ для заработка. Согласитесь, да? Такой он и должен быть. Стоит добавить, что эта стратегия очень гибкая. Никто не запрещает вам добавить новые индикаторы. Вообще убрать полосы Боллинджера, например, использовать только BBW в качестве мерилы волатильности и мерилы тренда. Пожалуйста. Все опционально, все доступно для творческого подхода. Главное, тестируйте свои наработки на демо-счете перед началом торговли, иначе эксперименты могут увести вас не в то русло и денежки с баланса улетят. Ребят, третья сделка подряд на одном и том же графике. Давайте сменю актив, найду что-то интересное и продолжим. Ну что, друзья, как вам такой подход к полосам Боллинджера? Думаю, что все уже почувствовали разницу и хотят получать еще больше инфы. А еще больше инфы оставлено у меня в телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь, ссылки в описании к этому видео. Лайфхаки по торговле, множество полезного контента и торговые сессии, в которых вы можете принять свое участие абсолютно бесплатно. Ссылки на мой ТГ оставлены в описании, подписывайтесь, я жду вас. Ну, смотрите, тоже неплохой момент, который можно отработать. Для начала вхожу в сделку. И давайте расскажу все по порядку. При этом ширина полос у нас растет. Волатильность не снижается. При этом предыдущая свеча показала нам отскок от центральной линии Боллинджера. Вот здесь. Это тоже идет нам на руку. После краткого разворота вниз цена закрепилась, что прямо сейчас нам говорит о дальнейшем росте. Можно сказать, что мы поймали момент окончания совсем небольшой коррекции в рамках тренда и продолжим теперь ловить качественные сделки. Уверен, что эта сделка закроется без нареканий, после чего мы сможем перейти к итогам. Кстати, я не показал вам шортовые сделки, но они не запрещены. Просто сегодня рынок растет. Эта стратегия универсальна, так что не бойтесь открывать как лонг, так и шорт, все окей. Главное, чтобы индикаторы совпадали, сигналы совпадали, вот, и вы сами понимали, что вы делаете. Вообще не стоит беспокоиться за эту сделку. Свеча уверенно растет на 5-минутном таймфрейме. Это просто бомба. Да, друзья, все шикарно. Все необходимые знания вы получили. Предлагаю
подвести итоги. Итак, пару очевидных выводов. Торговля только по полосам Боллинджера, торговля вслепую. Использование параметра BBW открывает нам глаза, понимание рынка и делает картину более ясной. Надеюсь, видос вам понравился, и вы его отработаете, эту торговую стратегию отработаете на демо-счете, а впоследствии возьмете на вооружение, будете по ней зарабатывать так же, как я в сегодняшнем видосе. Всем большое спасибо, желаю вам добра и удачи, друзья, побольше, конечно же, профита. Буду благодарен за ваши лайки и подписки на канал, а также не забывайте писать комментарии, возможно, с предложениями к следующим моим видео. Со всеми прощаюсь, до встречи в моих новых выпусках, пока.